Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Артем Дмитрук, народный депутат Украины, на связи прямо сейчас. Артем, приветствую вас. Да, всем добрый день. Ну, знаете, такой достаточно насыщенный период, очень сложно, эмоционально. И кажется, что вот все напропалую говорили: Трамп умывает руки, Трамп умывает... Похоже, он уже умыл руки, но параллельным курсом мы как бы осознаем, что ничего не меняется. Вот получается лето впустую с точки зрения переговорных процессов, с точки зрения движения к остановке войны, к миру в Украине. Москва в очередной раз сегодня выкатила условия, в принципе, те же самые. Абсолютно не меняются. Денацификация, демилитаризация, признание реалий на земле и защита русскоязычного населения. Зеленский же кладбище национальное мемориальное открывает. Тоже без скандалов не обошлось. Партизовали против него там, разгон митинга был местных жителей. В общем, все идет своим чередом. И кажется, что никакой надежды это лето на мир не подарило в этом году. Как вы думаете, разделяете ли вы ту точку зрения, что осень будет кровавой и война будет только расти в своей эскалации? Вы знаете, здесь я бы сослался на тоже одного из ваших спикеров, на Павла Щелина, который говорит о том, что мы неизбежно идем к руинам, и как бы процессы могут происходить такие, разные, всякие, там даже какие-то смены внутри даже партии мира, воинственной войны, во воинственной группе Запада, могут происходить изменения там и так далее, но как бы Украина должна дойти до процесса руин, а потом уже мы там что-то будем смотреть. Но только это уже будет не Украина, а что-нибудь другое, да, и философствует очень правильно по этому поводу. Вот. Но, конечно же, мы с вами будем здесь рассматривать совершенно другие процессы, говорить совершенно о другом и о том, что все-таки есть возможность прервать эти процессы, и на сегодняшний день есть группы мира. И я бы не сказал, что Трамп умыл руки. Да, многие, в том числе и военные эксперты, сравнивают ситуацию в Украине проводят параллели с Южным Вьетнамом, где тоже как бы зеркально участвовала США, проводила свою, скажем так, военную операцию. В определенный момент, когда это стало уже невыгодно, они попросту вышли, и понадобилось там около 2 лет для того, чтобы ситуация стала очень критичной, и с крыши одного из зданий, да, американские службисты улетели домой. Вот. Поэтому, конечно же, можно проводить параллели, но Украина не Вьетнам, у нас своя история, скажем так, своя правда и свои реальности. Изменить эти реальности можно на любом этапе, и представители группы мира и на Западе, и в Украине, вы в том числе, мы за это бьемся путем освещения, путем работы, путем донесения своей позиции на различных площадках. Да? Поэтому будет ли ухудшение ситуации в Украине, но если, мы с вами об этом тоже не раз уже говорили, если режим будет держаться в Украине, но это неизбежно, конечно, ситуация будет ухудшаться и в военном плане, и в социальном плане, и в экономическом плане. Конечно, ровно столько, сколько будет существовать террористический режим. Но причем, даже, знаете, Александр, я бы с вами здесь расширил бы это понятие, потому что сейчас все более чаще поступают определенные сигналы о смене руководителя партии войны в Украине. Да? Поэтому здесь не важно, там, поменяют его, пройдет какой-то процесс там, смены, да? Хотя мне это абсолютно не нравится, процесс смены, потому что значит сменить президента Украины? Да? Ну, это другое. Поэтому сменить-то можно, но векторность пока в Украине кадрово не меняется, пока в Украине продолжают гибнуть люди. То есть пока, значит, в Аляске, да, еще там, грубо говоря, на период Аляски проходили переговоры между Трампом и Путиным, каждый из них вел значит, диалог в разрезе исключительно своих национальных интересов Соединенных Штатов Америки, национальных интересов Российской Федерации. Вот. А в это время продолжает гибнуть Украина. А Зеленский продолжает устраивать геноцид украинского народа. Поэтому, прогнозируя, что осень будет какой-то кровавой,
Если режим будет, ну просто будут такие же события, такие же страшные события, которые происходят сейчас. Убийства, похищения, пытки, гибели. И по Павлу Щелину продвижение к руинам. Да. Артем, если все-таки пытаться собрать воедино какие-то плюс-минус трезвые сигналы, вот выходит там турецкий Фидан, да, министр иностранных дел, говорит, Россия там готова, в общем, не брать Донбасс, условно, да, просто признать реалии на земле и не идти на Славянско-Краматорск. Там сегодня вот эти условия были, ну, выписаны, да, конкретно, ну, в который раз продекларировано, а Песков в Министерстве иностранных дел России, а Песков говорит, что у Украины есть весь пакет условий, на что нужно пойти. Мы вообще понимаем масштабы уступок российской стороны? И если есть какие-то уступки, ну, то, о чем говорил Витков недавно, к Витков уже, по идее, должны приехать Умеров и Ермак. Они сначала по Ближнему Востоку поездили, ну, кто-то так посмеивается, деньги прятали, перепрятывали. Как это? Тиха украинская ночь, но деньги надо перепрятать. И вот они же к нему приедут сейчас. А Уитков говорит, есть большой прогресс, то есть серьезные уступки от России. Насколько они серьезны и вообще получится ли о чем-то договориться вот в ближайшее время? Ведь когда Мерц говорит, не будет никакой встречи Зеленского и Путина, Россия отвечает, что нет, она будет, когда стороны, делегации, да, там, наработают пакет, зачем встречаться. То есть какая-то очень выверенная, но другая позиция звучит со стороны Российской Федерации. Что мы должны ждать от России в ближайшие дни, в ближайшие недели, вот с наступлением осени, в переговорном, ну, там, дипломатическом треке? В этом всем процессе, в этом всем переговорном процессе, в этом кейсе, в этой трагедии, в этой войне есть одно обстоятельство, которое не меняется. Это власть и позиция Российской Федерации. Это неизменно. И их требования, и условия по окончанию войны, и по восстановлению мира на территории Украины, восстановлению мира между Украиной и Российской Федерацией. Дальше. Что же касается возможной встречи, о которой говорят, встречи президента России, президента Украины. Вот. Ну, здесь очень важно сказать, и очень конструктивно российская сторона здесь показывает свою позицию. Она говорит, мы для того, чтобы встретиться с Зеленским, если они говорят конкретно о Зеленском, должны пройти определенные этапы. И вот мы с вами должны очень хорошо понимать, что когда говорят о прохождении этих этапов, это значит только то, что по окончанию этих этапов Зеленского там уже не будет. Будет ли встреча президента России и президента Украины? Ну, когда-то. Ну, конечно, будет. Это будет встреча, но только тогда, когда в Украине пройдут определенные процессы. Но давайте с вами просто поразмыслим. Ну, могут ли быть в Украине чисто теоретически налажены процессы перемирия сейчас, остановки огня, хотя этот вопрос из общего большого кейса уже выбит и говорят о долгосрочном мире, но все же, да, допустим, что какой-то процесс перемирия был установлен. Мы с вами говорим о том, что если в процессе этого перемирия не будут устранены первопричины, не будет сменена в Украине векторность, то, о чем мы с вами уже говорим давным-давно, то есть проекта Украины анти-России, да, то есть, ну, условно поменяют там Зеленского на кого-то другого представителя партии войны в Украине, и продолжится та же проектность, то, конечно, война в Украине после этого краткосрочного перемирия продолжится, потому что вектор продолжится, и, скажем так, направленность действия и сама идея и цели жизни Украины будут направлены именно на это. В очередной раз хочу в вашем эфире, 4 года назад говорил, и в вашем эфире 3-2 года назад, за что подвергался жесткой критике со стороны украинской власти, что украинских там этих националистов, о том, что России никогда не нужны были и не нужны украинские территории,
им нужно понятное взаимодействие с украинской стороной. И одна из причин, почему, допустим, там не происходит такого интенсивного продвижения по некоторым частям фронта, и, в принципе, нет необходимости продвигаться, даже находясь в таком положении, можно выполнять, собственно, сегодня на данный момент ту кадровую короткую задачу, которую ставит перед собой армия Российской А в чем Федерации. Это задача? максимальное уничтожение ресурсов украинского проекта в целом. Имеется в виду это и украинской армии, ну и, соответственно, всех ресурсов, которые есть на территории Украины. То есть, находясь на одной линии фронта, даже не продвигаясь, хотя продвижение тоже имеет свое значение, российская армия сегодня выполняет свои задачи, даже без продвижения. Хотя продвижение тоже есть. Мы с вами не военные аналитики, мы можем ссылаться на то, что нам показывают военные аналитики, на то, что Подождите, показывают карты. есть определенное противоречие в том, что вы говорите. Я Мгм. объясню почему. Вот вы говорите о том, что уничтожение ресурсов. Да, действительно. Есть масса претензий, кстати, по поводу обстрела. Сегодня после ударов по Киеву, где погибли дети, погибло 23 человека, то есть сегодня траур. Но уже многие как бы раскопали, посмотрели, там, то в интернете связанные с Притулой предприятия выставляют геолокации, то вот эти заводы турецкие, байрактары, да, ну вот были поражены наземные. Многие в сетях возмущаются, да елки-палки, уже там 4-й год войны, а вы, во-первых, светите, подсвечиваете, во-вторых, вы размещаете это рядом с жилыми массивами. И вот это вот вы же видели вчера, да, вот как из пулемета все там европейские лидеры, там Келлог, все говорили, вот это Россия бьет по мирному населению, и параллельным образом, да, есть информация, куда конкретно прилетала и куда конкретно попадала. Но в чем противоречие? Вы говорите, что уничтожение, получается, инфраструктуры, ресурсов, да, ну, которые, Да, по мнению России, представляют угрозу да. для нее. Но погодите, так можно долго воевать. А Украина, вот они сейчас заявляют о том, что будет 1 ракета в день делаться, потом будет 7 ракет в день делаться. Вот это фламинго. Типа оно, вот смотрите, оно полностью украинское, там стеклопластик корпус, рассказали в интернете, да, и спикеры официально рассказали, что смотрите, вот этот на Антонове двигатель, это все, короче, наше. То есть, получается, наоборот, с эскалацией войны отдаляется эта цель, чтобы условно угроза не исходила с запада, из западных рубежей для Москвы. Да, но ничего, извините, долгого я не вижу в этом процессе. Вот, поскольку мы с вами объективно понимаем происходящие события на линии фронта и социальное положение внутри нашей страны, экономическое положение нашей страны. И даже если мы говорим с вами о финансировании Западом, воинственной группы Запада, большую часть помощи мы получали и покрывали свои и социальные, и военные расходы со стороны Соединенных Штатов Америки. Америка сейчас выходит из этого процесса только на истории с европейскими лидерами, европейскими странами мы не вытянем. Это объективная ситуация. Вот. Что же касается дальше. Ну, на сегодняшний день так называемые гаражные ВПК или более продвинутые производства размещаются у нас на территории Украины в специальном формате между густой жилой застройкой. Мы с вами это фиксировали уже не один раз. Важно отметить, что эту фиксацию проводят и сами так называемые волонтеры, Притулы, Стерненко и другие. Да и сам Зеленский не раз фиксировал у себя геолокации производств, штабов, других расположений военных объектов. Это происходит на постоянной основе. Также, конечно же, мы должны с вами отметить в этом процессе в очередной атаки, в очередной трагедии в Украине, то, что снова погибли мирные люди. И важно отметить, что за 4 года войны ни Зеленский, ни его, скажем так, окружение, ни местные власти, никто так и не организовал и не подумал о убежищах. Еще когда, вы знаете, я был в Одессе, я проводил определенную работу в этом направлении, я открывал эти убежища, смотрел, проводил ревизии этих убежищ.
И за 4 года, вы представьте, не было организовано никакой работы ни Зеленским, ни местными властями для того, чтобы организовать нормальные формы убежищ. В этом же вопросе, вы знаете, тут виноваты обе стороны. И Российская Федерация, которая запускает эти ракеты, да, и, конечно же, украинская сторона, которая размещает вопреки всем международным законам и правилам эти военные объекты между гражданской инфраструктурой, по сути, прикрываясь просто гражданским населением. Конечно же, мы можем с вами говорить об использовании ПВО, да, многие попадания осуществляются именно по этим причинам и гибнут люди, но это не забирает там вины или причетності, да, до цього там российской стороны. То есть тут вина у двух сторон, да, если мы говорим конкретно кадрово про эту ситуацию. Смотрите, какая дичь происходит. Вот вчера прилетело, ну, жертвы большие. То есть по сравнению там с другими эпизодами. Для да, нас все жертвы большие. Для нас с вами все жертвы большие. Ну, а в Киеве в этот момент вечером собираются на концерт. Да, там есть такой певец Як-Так. Этот быстренько потом попытались каким-то образом нивелировать. В общем, прислали туда полицию и, в общем, досрочно закончили концерт. И теперь, в общем, интересное постановление. Есть военно-гражданские администрации, и вот теперь с ними все надо согласовывать, все вообще мероприятия. И многие уловили связь о том, что это постановление на фоне, конечно, кощунства, ужаса, да, в столице. Но под этой маркой они провели, ну, фактически, ну, давайте так, тоталитарный момент ограничений вообще любых прав и свобод. То есть после этого революции на картоне, да, революция на картонках, открыли выезд 18-22-летним, все пошли быстренько обновлять свои данные в ТЦК, ну, они, по идее, по возрасту должны были быть, эти данные обновлены, и, в общем-то, уезжают самые активные. Митинги уже ты не проведешь, потому что нужно вот согласовывать с военными, с военной составляющей власти. Но это же идеальное стерильное политическое поле, не находите? Не, ну, конечно, смотрите, ну, если бы вы уже заговорили за митинги, за демонстрации, за противостояние, то здесь мы с вами можем конкретно сказать, что в Украине сегодня для того, чтобы выйти на митинг, на демонстрацию, на противостояние, они происходят в Украине каждый день. Это важно заметить. Мы с вами каждый день свидетели того, как люди в той или иной области по тому или иному вопросу, как правило, он связан с ТЦК там, или с захватами храмов, они происходят. В небольшом количестве, но они происходят. Мы с вами были свидетелями более массовых противостояний, более массовых задержаний этих людей и так далее. Но сегодня выйти на противостояние может небольшая категория граждан. Это или женщины, или ветераны, да, или люди, которые там непризывного возраста, или со специальными справками, там, и инвалиды и так далее. Да? Поэтому, конечно, сегодня возможности высказать свое мнение, высказать свою позицию у граждан Украины, безусловно, ограничено. Здесь мы с вами плавно переходим к вопросу, что Зеленский, значит, сделал постановление, которое и дает возможность выезжать молодым людям за границу. У этого вопроса есть несколько важных факторов, которые мы должны с вами зафиксировать и начать с того, что мы наблюдаем на сегодняшний день. Первое, что важно заметить, мы с вами видим огромные очереди на границах, огромное количество желающих молодых людей, которые хотят выехать за границу. Это первое. Второе, мы с вами должны заметить то, что у большинства этих людей уже есть предписание о штрафе, который им выписали, значит, военкоматы, ТЦК. Это о предварительном не остановлении на учет. Это штраф там 17 тысяч гривен, сейчас наполовину, там в районе 8 тысяч гривен. Дальше, для того, чтобы пройти все эти процедуры, необходимо тоже заплатить определенные деньги, ну, то есть коррупционные деньги, взятки для того, чтобы там пройти, там получить справку и так далее. Дальше эти люди платят взятки на границах. Также мы с вами сейчас уже сталкиваемся с теми людьми, которые молодые, выехали за границу, у них возникают вопросы уже за территорией Украины.
Вот, потому что наших людей уже, извините, но там очень много, есть различные ситуации, есть конфликтные ситуации. Также, конечно же, это вопрос контроля этих людей, которые становятся на учет. И здесь важно, теперь мы с вами переходим к такому важному моменту. Эти люди, это категория граждан, эти молодые люди, это в большей части была основа тех людей, которые не так давно выходили на один из самых массовых митингов, самых массовых противостояний, которые были в Украине против режима Зеленского. Неважно, за что они там выходили, это люди, которые легко подвергаются взаимодействию, легко подвергаются, значит, так скажем, легкие на подъем, да, по-народному скажем. Вот. С ними легко взаимодействовать разным группам в Украине, а если это еще будет выражено в какой-то финансовой поддержке, то, конечно, эти люди очень, эта категория граждан, молодые люди, очень легко будут выходить на определенные противостояния. Дальше, что здесь очень важно заметить. Эти люди, которые сегодня выехали, это люди, как правило, у которых были деньги для того, чтобы выехать. Потому что, чтобы выехать, нужны средства, как ни крути. Для того, чтобы жить за границей, тоже нужны какие-то средства. Те молодые люди, у которых нет средств, они остались в Украине. Соответственно, те, кто выехали, находясь в Украине, они могли бы заплатить за свою жизнь, когда их будут призывать. То есть попросту купить свое право на жизнь, да, и продолжать жить в Украине. Те, кто остались, они, к сожалению, этого права купить не смогут, и они будут при продлении режима Зеленского, ну или другого, будут мобилизованы, ну и утилизированы, да. То есть здесь у нас все получается, в принципе, в порядке. И еще очень важно в порядке для Зеленского. И еще очень важно отметить, что такой шаг был сделан для того, чтобы снизить определенную такой политический кризис в Украине, скажем так, кому-то повешать лапши на уши, что вот какой я как бы неплохой такой вот руководитель. И, конечно же, это определенный сигнал для определенных групп Запада, когда Зеленский говорит о том, что смотрите, у меня все в порядке, я даже выпускаю, значит, людей за границу. Вот, поэтому у этого вопроса есть множество факторов, и коррупционная составляющая, и фиксация, и возможность избавиться от такого внутреннего политического напряжения. И, как я уже сказал, молодежь – это самая активная и протестная часть общества. Если их оставить в Украине, то, конечно, они в определенный момент будут становиться таким, значит, центром сопротивления режиму. Легкие на подъем, вот, и те люди, важно, которые могут выходить, и мы это уже увидели. Вот, а с этого уже много других вытекающих факторов, присоединения к ним и так далее. Поэтому те, кто думают, что Зеленский совершил какое-то благое дело, значит, выписывая определенное постановление, да, они очень ошибаются в этом вопросе. Просто мы понимаем, что вот с этими людьми, с их протестами, как себя повели, и как, например, сегодня повели себя правоохранительные органы с протестами местных жителей, селян. Мараховки вот этой, где в Киевской области, где открывали сегодня кладбище. Ну, сегодня же день памяти защитников и защитниц, да, Украины. И поэтому вот так вот приурочили. Хотя открывать его должны были еще 4 месяца назад. Тошно как-то, когда этих людей, обычных селян, которые говорят, что, ну, мол, смотрите, лес вырубили, грунтовые воды, испортится, ну, вода в колодезях у нас. И они вот выходят и протестуют, их обвиняют, что они это делают, ну, в угоду какому-то олигарху. Но если бы в угоду олигарху, то все, уже объект сдан. Сегодня первое захоронение неизвестных солдат. Тоже интересно, да, вот неизвестных, неустановленных, с почестями сегодня похоронили, Зеленский приехал. Прокатился на автобусе, специальный шаттл, там с экскурсией. Шаттл – это обычный пассажирский автобус, но там еще в военной форме для Зеленского экскурсию провели. Мол, посмотрите направо, посмотрите налево. Но, в общем, если бы это было как бы дело рук олигарха какого-то, который против, то, наверное, уже этот протест сегодняшний смысла не имел. Ну, там человек 10 спокойно запаковали в автозаки и все сделали, чтобы Зеленский не расстраивался. О чем говорит эта ситуация? Казалось бы, ведь хорошее, трагическое, конечно, но это хорошее дело. И память о тех, кто сложил голову за Украину, должна, по идее, всех украинцев объединять. А насталось и гадалось. Нет, здесь вопрос в том состоит, что ни одно из необходимых мероприятий, ни одно из необходимых
функции, которые должна выполнять государственная власть, которые должен выполнять президент, она не выполняется как должна быть по протоколу. Вот. Ну, слушайте, мы с вами столько раз уже сталкиваемся с обстоятельствами, которые просто Зеленский закапывает, которые не чтит и так далее. Это и эпизод, когда он не забирал тела наших погибших, которые лежали в фурах на границе, и количество погибших, которых мы не знаем, все под запиской «пропавшие без вести», и миллионы людей, миллионы семей не знают, что их ждет. А в данном случае история с местом захоронения, она очень показательна, потому что даже в этом вопросе они хотели на этом пропиариться, хотели показать какую-то свою патриотичность, вот, но этого сделать не получилось. История с захоронением следующая. Это, там, насколько я понимаю, сложная болотистая местность, и местные люди вышли как раз противостоять, потому что это может нанести, конечно же, определенный ущерб там, экологическому состоянию их местности, где они живут. Мы с вами видели кадры, как это выглядит, просто, значит, могилы, где вырыты нашим героям, да, они просто покрыты водой, болотом. Вот. Ну и важно отметить, что 130, значит, данное кладбище предполагает вместить в себя 130 тысяч захоронений. Вот. Но здесь возникает вопрос, что где взять еще как минимум миллион мест для захоронений. Да, это как минимум. Ну и, конечно же, здесь речь уже идет о том, что любые цифры о погибших, о которых говорит Зеленский, они никак не пляшут с реально происходящими событиями и с теми цифрами, которые ранее заявляли и международные организации, там о 1 700 людей погибших, там пропавших без вести и другие страшные цифры. Ну, вот, поэтому это очередной показатель, очередное действие Зеленского, которое показывает его отношение к Украине, к украинскому народу. А что касается протестов, ну, конечно, мы с вами можем по-разному относиться к протестам, которые происходили там, которые не разгоняли, да, которые были в отношении НАБУ, там, других вопросов, и протесты, которые возникают сейчас против ТЦК или вот против места захоронения. Вот. Но важно, я уже говорил об этом не раз, что подобные протесты, это не значит, что тот протест был первым или последним, или эти протесты. Нет, это система просто, которая проходит и которая неизбежно приведет к противостоянию режима в том или ином промежутке времени. Вот и все. Конечно, мы с вами видим, что как бы такие протесты, как происходят против ТЦК или как сегодня мы с вами свидетели, они очень умело, быстро разгоняются, и там никто не разбирается. Женщины, дети, старики бьют всех, закидывают в каталажку и отвозят посидеть, скажем так, отдуматься в подвале полиции там, или ТЦК. Это уже не имеет разницы, не имеет значения. Все там объединены уже и ТЦК, и СБУ, и полиция. Единая структура по уничтожению украинского народа. Вот и все. Просто вот эти ТЦКшники, они же в Кобыляках Полтавской области мемориал открыли. Вот. О том, что погибшие уже ТЦКшники есть. Они уже там памятные доски ставят себе. Параллельно с этим мы видим, как абсолютно какой-то обратный эффект происходит. Вместо того, чтобы испугаться, ну, например, когда там мужик с лопатой гоняет ТЦКшника, да, или там когда, ну, в общем, даже уже до полиции дело дошло, потому что одного из полицейских, который помогал ТЦКшникам, нашли убитым. Ну, вот так вот бывает, да. Ну и много таких подобных случаев. Все больше и больше там не надевают форму. В Кривом Роге сегодня вот зафиксировали, что ну, титушки, не пойми кто, в спортивных костюмах, да, вот крутят. То есть вместо того, чтобы испугаться, остановить это внутреннее гражданское противостояние, какая-то очень странная реакция системы. Сегодня в Верховной Раде сообщили, что комитет парламента поддержал законопроект. Ну, в общем, хотят сажать гражданских за слова против военных. Угрозы их семьям или какие-то нехорошие, наверное, вещи, которые в их адрес сказаны. В общем, за угрозы им или семьям до 5 лет тюрьмы, за мемы
посты, которые унижают честь военного, штраф, общественной работы или до 3 лет ограничения свободы. Когда мы тут надо включить этого подалека, да, который говорил, что вот, они рабы, русские имеется в виду, россияне рабы, у них там, вот смотрите, какая у них там, войну нельзя назвать войной, есть закон о дискредитации армии. Так а что это сейчас комитет утвердил, как не закон о дискредитации армии, как не, вот фактически то же самое, что и в России. Так куда и мы идем? И как вы думаете, проголосует ли этот закон? И почему так реагирует власть? Все, что мы сейчас видим, это возможность укрепления режима. Мы с вами должны понимать, что Зеленский – это же не один человек, да? Это огромная система. Мы, если не говорить о коллективном Зеленском, который сложен там и поддерживаем западными группами, в Украине это огромная система, большое количество людей, которые питаются, живут, здравствуют, зарабатывают исключительно за счет войны, которые на войне заработали, зарабатывают и мечтают дальше зарабатывать и жизнь. Война для них – это жизнь, мир – это смерть. Поэтому они всячески будут делать все для того, чтобы эти процессы продолжались. Что же касается ТЦК, полиции, СБУ, это сегодня все вместе, потому что, как правило, группы так называемых ТЦК сегодня работают все вместе. В состав входит и сотрудник полиции, и сотрудник СБУ. Вот, они разделили между собой ответственность, скажем так. Почему? Потому что первое и самое важное для всех сотрудников силового блока сегодня стоит одно очень важное условие, которое, скажем так, ими и движет. Это условие звучит очень просто. Если ты не притаскиваешь в день там душу или несколько, да, значит, ты должен идти на фронт сам. Вот и все. У каждого из этих пиксельных уродов очень простая мотивация. Они, приводя любого человека, от священника, многодетного, инвалида, там, больного человека, неважно кого, они каждый день продлевают просто свою жизнь. Это первый очень важный фактор. Пока они приводят, они живут. Второй, конечно, это фактор ихнего заработка, потому что никто из этих скотов никогда в жизни не мог заработать и представить, что вообще можно на пустом месте, скажем так, просто используя свои естественные жизненные способности, зарабатывать такие деньги, да, ежедневно там с каждого человека, каждый участник этой группы получает там самое меньшее по $100 с человека, да, если получается там еще и обилетить кого-то прямо в автобусе, то это может быть и несколько тысяч долларов на группу. Поэтому мотивации у них достаточно. Это что касается низшего звена этой категории, это ТЦК, СБУ и полиции. А, конечно, если мы говорим уже о депутатах, о членах офиса президента, о министрах, о высшей власти в Украине на сегодняшний день, то у них заинтересованности, конечно, намного больше. Это их процесс тоже жизни, укрепления у власти и продолжения заработка, только, конечно, цифры намного больше. И, конечно, они все прекрасно понимают, что процесс когда-нибудь закончится, и за это, конечно же, придется отвечать в той или иной степени. Конечно, ответят не все. Конечно, это невозможно, и история это показывает, что кто-то будет отвечать, кто-то будет нести ответственность, а кто-то будет прохлаждаться себе или там греться на солнышке в Испании или в любой другой стране. Но все эти действия направлены исключительно на возможность продолжения и укрепления режима, потому что уж очень сладко беззаконие и такое всей власти. Что хочешь, то и делай. Рука руку моет, и прекрасно живешь. А, конечно, мы с вами же свидетели ужасных событий. Мы каждый день, мы с вами уже, знаете, это как обыденность. На каждый день с вами видим и знаем, что каждый день в подвалах ТЦК, в подвалах СБУ убивают людей. Убивают простых людей, отцов, даже детей, которых оставили просто на улице, и неизвестно, что с этими детьми. Убивают, а пишут, что значит, у человека там сердечный приступ или еще какая-то ситуация, какая-то болезнь. Вот. Поэтому или могут вообще сказать, а он был пророссийским, как эти люди, которые вышли на митинг, которые, бедные, обвязались все флагами Украины и кричали «Слава Украине!», но им это не помогло.
их все равно обозвали пророссийскими, что они, значит, они поддерживают российскую пропаганду. Да, и вот тут, кстати, очень хорошо провести аналогии, когда называют там народного депутата Дмитрука там, или другого там пророссийский, или он поддерживает пророссийскую пропаганду, или там вот другие там журналисты и так далее. Ну, что там депутат? Фиг с тем депутатом или журналистом. Тут же вот вам простой пример. Простых людей называют пророссийскими за их просто защиту своих интересов или за отстаивание своих там интересов и взглядов. Они тоже пророссийские, их также убивают, пытают в подвалах. Есть как бы какие-то варианты, ну, чтобы противостоять? Конечно. Ну, послушайте, противостояние, мы с вами уже это отметили, происходит постоянно. Просто, конечно, это противостояние очень сложное, поскольку режим действует за счет террора, а террор действует за счет его поддержки извне, из Запада. Одно без другого невозможно. Вот, поэтому противостояние в Украине очень сложно реализуемо. Оно будет в большом понимании, но оно очень сложное. Вот, поэтому те люди, которые стремятся к миру, они действуют в разных направлениях. Кто-то в медийной, кто-то письмами, кто-то поддержкой, кто-то, значит, подпольным противостоянием. Да? Разные сегодня уже есть методы и способы. Вот. Ну и, конечно же, все эти люди, значит, ждут определенной поддержки и помощи и со стороны и даже Российской Федерации, и уже, собственно, того человека, который громко говорит о мире и ждет своей премии. Противостояние возможно, и оно осуществляется ежедневно. Я просто, смотрите, нет консолидации же. Это такая... ну, я как украинец, я могу об этом говорить. Это от представителя другой национальности, возможно, как-то обидно будет. Короче, вот национальная черта, да, вот это хатоскрайничество, вот этот вот момент о том, что там пускай у соседа корова сдохнет, да, нет объединения никакого. Вот пример, да, вот недели две продолжается где-то, ну, примерно. Диана Панченко создает список, вносит туда людей. Что мы видим в медийном поле? Что-то список не такой. Кого-то внесли, кого-то не внесли. Потом это все выворачивается вообще в какую-то интересную плоскость, отказывается. Это на руку Банковой, это как ручная оппозиция под контролем Банковой, согласовании с российской стороной, и как бы американцам это тулят. Медведчук обвиняет Панченко в том, что она работает на Украину, на Киев. То есть абсолютный дурдом. Национальная черта украинцев. Никто не может выйти и сказать, смотрите, ну, например, как вот, допустим, касалось это там каких-то моих эфирах, да, говорю, давайте составьте свой список, давайте объединим списки, давайте, у вас есть список, давайте вы составьте, и с этим возьмем, с другим возьмем, с пятым, с десятым, все вместе. Потому что начинается. А вот Дубинский, вот он, который в СИЗО сидит, народный депутат, ваш коллега, а он там как бы под контролем. Да, под контролем, а Евгений Шевченко это вообще агент ГУР. В общем, черную кошку в темной комнате украинцы находят. Прокомментируйте, пожалуйста, такую национальную черту. Да, хорошо. Но я эксклюзивно в вашем эфире буду комментировать сейчас вопрос списков, составленных, состоящих из политзаключенных, потому что и вправду я имею к этому отношение, и вправду я единственный сегодня политик, единственный народный депутат Украины, который вообще поднимаю эту тему, который активно работает в этом направлении, и всячески делаю все возможное в направлении реального мира, в направлении освобождения политзаключенных.
И, конечно, эта ситуация вызвала у меня тоже определенные эмоции, но я посчитал нужным никак публично ее не комментировать, в отличие от некоторых своих знакомых, коллег, которые это сделали. И, по моему мнению, это выглядело очень неправильно и очень некрасиво. Я вам хочу сказать, что это выглядело, знаете, полным маразмом, идиотизмом, вот, обвинение людей в том, что они, по сути, действуют все исключительно с благой целью. Имеется в виду, я говорю о тех людях, которые участвовали в клубе народного единства, которые собирали списки, которые оформляли эти списки, которые участвовали в этой коммуникации, налаживании процесса. Это же очень сложное дело. Важно отметить, что подобные списки, подобные письма, например, я, Александр Дубинский, мы пишем постоянно на разные международные организации с соответствующими призывами о обращении внимания на нарушение прав граждан в Украине, на освобождение пленных в Украине. Просто так сложилось, что именно это мероприятие, которое было организовано Клубом народного единства в Москве, оно набрало такой резонанс. Значит, хочу с полной уверенностью и ответственностью вам заявить, как непосредственный участник этого события, что это мероприятие делалось без всякой политической подоплеки, это мероприятие делалось исключительно с благими целями. Был налажен очень сложный процесс. Впервые за долгое время мы были близки к тому, чтобы эти списки реально были переданы тем, кому это необходимо, кто может повлиять на этот процесс, а это и представителям Соединенных Штатов Америки, и президенту Российской Федерации, и президенту Беларуси, которому лично я пишу неоднократно тоже по этому вопросу. То есть проделана большая работа. Слава Богу, Господь так управил, что это получилось сделать. Вот. Важно отметить, что на что обратили многие внимание, там кто-то был или кого-то не было. Вот на первой странице этого списка были люди, которые по-настоящему являются политически преследуемы, такие как Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Диана Панченко, собственно, я, Артем Дмитрук и другие. А в общем, это огромный список людей, который состоит из более чем 7 тысяч людей. Вот, поэтому это хорошая, честная, правильная история. А то, что кто-то в этом увидел какую-то политическую подоплеку, и знаете, как правильно вы сказали, вот эта история наша такая украинская идентичность, моя хата с краю, ну, так это его проблема исключительно. В этом вопросе есть исключительно только благая миссия. Вот. Также я там слышал разные там мнения о том, что Дубинский там сидит не так или неправильно, он не является политическим заключенным, там Евгений Шевченко сидит не так и неправильно. Я хочу в этом вопросе поставить, знаете, такую точку и сказать, что и Александр Дубинский, и Евгений Шевченко сидят по-обычному, по-настоящему. Нет никаких там секретов, нет никаких там подводных камней. Дальше там рассказывали о том, что Артем Дмитрук не является политическим Ну, а заключенным. подождите, Артем Под Дмитрук каким? вообще в Да. Лондоне? Под Ну, каким он там арестом и так далее. Да я хочу, значит, тоже здесь очень спокойно и напомнить небольшую часть своей биографии, что касается политической этой короткой перспективы. Я единственный народный депутат Украины, который выходил на противостояние до 24 февраля 2022 года. Я единственный народный депутат, который открыто призывал к перевыборам, к тому, чтобы Зеленский ушел, к перевыборам в парламенте. Единственный. Еще есть один народный депутат, был покойный Поляков, он тоже подобные высказывания говорил, и он был убит. Да? Я единственный народный депутат, который стоял на трибуне, когда голосовали законопроект о запрете Украинской православной церкви. Рядом со мной еще стоял Евгений Шевченко. А очень коротко я хочу напомнить, что когда я выезжал из территории Украины, до этого Зеленский трижды пытался меня убить. Четвертая реализация была уже в Лондоне, что есть и зафиксировано. Мою семью пытались похитить в Румынии. Мой самолет в Молдавии задержали на 1,5 часа, чтобы похитить меня из аэропорта. А в Лондоне, дорогие друзья, в Лондоне, плохо, я сейчас не буду показывать вам ногу, в Лондоне я нахожусь под арестом. В Лондоне нахожусь под арестом, на ноге у меня находится браслет, я нахожусь в сложнейших юридических процессах, в судебных процессах. Вот, поэтому все вот эти истории о том, что кто-то там неправильный политзаключенный, кто-то там правильный политзаключенный, кто-то более оппозиционер, кто-то менее оппозиционер, я призываю всех успокоиться, заниматься своим делом, вот, и всячески способствовать тому, чтобы освободить Украину от режима,
и привести мир в нашу страну, заниматься этим, а не обвинять друг друга в каких-то несоответствиях и так далее и тому подобное. Ну, это вообще, ну вы представьте, друг друга обвинять в том, кто более оппозиционер или менее оппозиционер, или кто более политически заключен, или кто менее, кто раньше им стал, или кто позже им стал. Ну, я считаю, это полная ерунда и маразм. Это, знаете, не от большого ума, скажу так. Артем, так вот вы понимаете, что ну, выхода нет. Ну, получается, что выхода нет. Вот вы говорите, вот там режим. Так никуда он не денется с такими оппозиционерами. Никуда он не денется с таким народом, который задавлен, да, под пяткой полицаев, ТЦКшников, СБУшников и мовных всяких омбудсменов. Ну, то есть ничего не поменяется в таких условиях. Так, а какой тогда план? Ну вот план. Получается, что только один выход есть. В общем, как бы у Европы там не хватит денег, сил, ресурсов. Трамп отвернется. Россия будет воевать и на вот в этой войне на истощение истощит Украину. Руководство элиты, ну, грубо говоря, там наскирдует, навоюется и убежит. И вот все украинцы тогда могут там надеяться на какую-то новую реальность и какой-то мир. Но только так получается. Получается, что нет другого варианта закончить войну, сменить власть, стать на какие-то нормальные, долгосрочные рельсы развития, кроме как уповать на то, что перемкнет что-то после очередной дозы потужности и просто получит все гарантии безопасности верхушка и свалит. Да, но это вы вот сказали сейчас тот тезис, о котором я упомянул в начале нашего эфира, о сценарии руины, да, для Украины, и после этого перезагрузка. Но мы с вами не имеем права не действовать по-другому, не действовать в направлении мира, в направлении сбора единомышленников и работать и всячески действовать для того, чтобы в Украине было свержение режима, для того, чтобы в Украине был смен вектора. Мы не имеем права этого не делать. Почему? Потому что в Украине, и вам это хорошо известно, всегда было 3-5% праворадикальных таких организаций, праворадикальных политиков, которые, в принципе, с 2014 года строят такую политическую повестку, поддерживаемую, да, Западом, а большинство наших граждан, это более 80% людей в Украине, это нормальные, адекватные люди, которые хотят мира, которые хотят просто жить в своей стране, растить детей, работать, учиться и так далее. И вот поэтому мы с вами не имеем права не отстаивать их интересы, хотя они сегодня и молчат, хотя они сегодня и не могут высказаться, и не могут проголосовать, но бросить этих людей мы не можем. Нам необходимо представлять их интересы, потому что интересы партии войны уже есть кому представлять. А мы должны представлять интересы группы и партии мира. Ее мы и представляем, и бьемся за это. И на этом этапе есть множество способов, чтобы это остановить и не привести к руинам. И за это мы боремся. Это и, как ранее мы с вами не раз уже говорили, и возможный процесс выборов, который становится все сложнее провести в Украине, и возможный процесс создания временного правительства из всех заинтересованных государств и другие разные процессы. За это мы бьемся, над этим мы работаем. Вот, поэтому, конечно же, если, знаете, сказать о том, что нас ждет один сценарий руины и потом перезагрузка, это, знаете, очень хорошо, тогда нужно опустить руки, ничего не делать. Но в таком случае тогда для чего мы нужны? А мы работаем в интересах большинства граждан нашей страны. А процессы в Украине, конечно, они неизбежны. Неизбежно, скажем так, логическое завершение этого процесса, воссоединение Киева, Москвы и Белоруссии. В каком составе Украины – это уже другой вопрос. И вопрос в том, что как это будет, где будут границы, как это будет проходить, да. Но, значит, Украина, Россия, Белоруссия могут жить только в границах одной единой Руси. Будем мы там с вами, я не знаю, Александр, и когда это будет, но это неизбежно. В данном случае Русь, знаете, закончит начатое.
Вот, или военным путем, или дипломатическим. Наша задача делать все для того, чтобы это было реализовано дипломатическим путем. Вот и все. Поэтому, знаете, Господь милосерден, Он всегда дает нам надежду, дает веру, поэтому мы и трудимся, чтобы эти вопросы были решены дипломатическим путем, а не военным. Вот так Ну, вот. смотрите, по поводу Господа, тут как бы э, вопрос тоже спорный. Но не в милосердности Господа, а в вопросе отношения, да, к украинцам, потому что ну, сейчас такие какие-то странные вещи происходят. Я, если честно, в таком тихом шоке. Ну, праздники сейчас, да, там Ореховый Спас, вчера Успение. И комиссия, фактически, там, Киевское управление УПЦ уже объявило, ну, аффилированным с Россией. То есть это прямая дорога к включению законодательства о том, чтобы вообще УПЦ запретить. Вот то, чего ждали в начале лета, вот оно с началом осени происходит. Более того, под горячую руку даже уже попадает киевский патриарх, ну, Киевского патриархата, церкви Филарет, который, оказывается, больной, оказывается, умирает, но он вышел, что-то там, ну, вышел, отслужил, грубо говоря, службу, вроде как живой. Но, в общем, интриги какие-то дикие, неимоверные. Ну и, конечно, этот ужас с мощами, ну, о нем уже высказались все. Где сейчас эти мощи, вообще непонятно, и правда ли, что их хотят греко-католикам отдать в храм во Львове, или вывести куда, или по частным коллекциям, так сказать, ну, распространить и как бы перепрятать. Ведь это все не приближает Украину ни к какому пониманию Руси. Нет, конечно, нет, а как? Ну, ну, конечно, как Порошенко, Зеленский там или другой без, они же действуют совершенно в другом направлении. Они действуют исключительно в направлении разрушения, потери нашей базы, нашей основы, нашей истории, нашего прошлого, нашей памяти. И наша церковь, Украинская православная церковь, истинная, каноническая, настоящая церковь, она им, конечно, в этом вопросе очень мешает, потому что это база, это основа, на которой, скажем так, мы всегда сможем соединиться, всегда сможем помириться, всегда сможем найти общее. Вот. И эта общая концепция уничтожения церкви, которая начиналась с Порошенко, сейчас продолжается Зеленским, она проявляется в различных направлениях. Да, они всячески пытаются нас унизить, всячески пытаются нас запретить, закрыть и так далее. Это и попытки захвата храмов, где-то это получается сделать. Сегодня мы с вами наблюдаем ужаснейшие кощунские действия по отношению к нашей лавре, к нашим святым, к нашим мощам. Да, ну, есть разные мысли, для чего они это делают, там, и всякие меркантильные интересы, поскольку мощи, если, значит, есть определенная процедура отделения кусочков мощей, это может рассматриваться и в коммерческих целях, поскольку мощи имеют очень большую ценность. Также, конечно, это, скажем так, сейчас в этом таком процессе беззакония, присвоения наших мощей другими организациями, да, то есть вывоз их из лавры. Я не знаю, где там правда и что из этого правда. Это может быть и те, и те, и те идеи правильными. И что касается получения частички мощей, и что касается перенесения, все это осквернение, все это, конечно, делается во имя отхождения нашей страны, нашего государства от Бога. А что же касается еще этих интересных заявлений, ну вы же понимаете прекрасно, что это общая концепция. Все, что неправильно лежит в Украине, все, что не соответствует режиму, все, что противостоит режиму, все, что независимо, должно быть наречено агентом Кремля, должно быть наречено пророссийским. Таким способом все чиновники, все, скажем так, работники, они оправдывают свою неспособность или свое несоответствие своей занимаемой должности и так сразу определяют врага. Но в этом вопросе я бы с вами уже в какой раз хотел бы поднять вопрос о самостоятельности Украинской Православной Церкви. Я думаю, что вот как раз сейчас
надо всем нашим зрителям напомнить, что свою самостоятельность, что то, что сейчас клеймят и пытаются запретить, уничтожить Украинскую православную церковь, не имеет ничего общего с официальной позицией, там, ее принадлежности или непринадлежности. Важно сказать сразу, чтобы не путать наших зрителей, что Украинская православная церковь, как и другие церкви православные, находятся в постоянном духовном и молитвенном общении, в том числе и с Российской православной церковью. Это все церкви нашей Киевской Руси, как и мы, граждане Киевской Руси. Но здесь очень важно отметить технический момент, который произошел еще в 90-м году, если мне не ошибает память, если 28 октября 90 года, когда патриарх Московский всея Руси Алексий II вручил грамоту, в которой закрепил для Украинской православной церкви статус независимой, самостоятельной. Ну вот. Это был очень серьезный документ, серьезная грамота, которая была передана еще до принятия независимости Украины. Также мы с вами хорошо знаем, что уже после 24 февраля 2022 года было принято ряд технических решений на Общем соборе Украинской Православной Церкви, которые говорят о нашей самостоятельности. Комментировать, там, это правильно или неправильно с церковной точки зрения я не буду. Вот, но мы должны сказать о том, что те обвинения, которые сегодня идут в сторону Украинской Православной Церкви, они не имеют ничего общего с тем, что они пишут. Это исключительно гонение и желание и идея уничтожить нашу истинную церковь. Конечно, это противоречит самой нашей большой идее, нашей жизни, нашего существования. Так они ее и не ищут, они ищут исключительно уничтожения. И никакой будущей связи нашей большой Руси, Украины, России и Белоруссии, они работают исключительно в другом направлении. Это очевидно. Артем, вы молитесь за Зеленского? Конечно, каждое утро. А как, ну вот, блаженнейший митрополит Ануфрий без гражданства, которое забрали у него, ну, таким, как бы, дурацким решением, но тем не менее, забрали и забрали паспорт, у него, получается, нет паспорта сейчас, вроде как. Он молится за Зеленского. Дмитрук, который сидит с браслетом на ноге в Лондоне под санкциями, тоже молится за Зеленского. Конечно, конечно. Так Господь учил нас молиться за всех, и за ближних, и за врагов наших. Мы молимся за всех, и я в том числе молюсь каждое утро за Зеленского, чтобы Господь вразумил, управил, наставил, чтобы, скажем так, все было по промыслу Божьему, а не по нашим мирским человеческим хотениям. Да, именно так, Александр, конечно. Это то, чему учит нас церковь. Молиться за всех. Артем Дмитрук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.